хотел вас поздравить с таким событием, открытием первой горнолыжной трассы в Ингушетии. Вот, что она значит для вас лично и для Ингушетии в целом? Ну, для Ингушетии это довольно знаковое мероприятие и событие сегодняшнее открытие, потому что туризм, туристический бизнес – это такое направление молодежное. И очень важно задействовать молодежь республики вот в туристическом бизнесе. С этой целью, конечно, интересно, с туристами будет работать наша молодежь. Мы будем обучать ее, чтобы она могла качественные предоставлять услуги, чтобы эти услуги становились, по крайней мере, если и не европейского уровня, то мы, чтобы подтягивались к этому обслуживанию. Ну и вы знаете, что мы собираемся. Это первая очередь. Еще две очереди, и тогда наш курорт будет очень такой масштабный. Он будет одним из лучших курортов, наверное, на Северном Кавказе, потому что наши условия предполагают именно вот это. Поэтому это для нас очень важное, знаковое событие. Более того, вы знаете, мы построили бассейны. Эти бассейны будут использовать спортсмены подготовки Олимпийского резерва. Сегодня подписали и соглашение об этом. Вот. И не только в зимнее время, но и все лето, все оставшееся время здесь будут туристы, здесь будут гости, спортсмены приезжать и заниматься спортом, плаванием, экстремальным спортом. Это очень важно. Важно для молодежи республики в первую очередь, для всех жителей республики. Ну и, естественно, для меня, как для председателя правительства, это вопрос номер один. Это занятость населения. Вот здесь отмечалось, что этот инвестиционный проект, он, по сути, самостоятельный, он не входит в никакие программы и не развитие курортов Кавказа и прочих всяких. Как это удалось вам, как премьер-министру Ингушетии? Это, знаете, как произошло? Придумал это Юнусбек Баймангереевич Евкуров, наш глава. Он вдруг на одном из совещаний поставил задачу, чтобы в течение года был построен горнолыжный курорт «Трасса» на базе вот лечебно-оздоровительного комплекса «Джерах». Честно говоря, для нас это был шок, самый настоящий, потому что дело незнакомое, новое, и с точки зрения и строителя, и, может быть, даже мы мало имеем дело с туристами и так далее. Абсолютно новое такое дело. Более того, мы знаем, что нам предстоят мероприятия по освоению мероприятий по туристическому кластеру. Вот. Ну, задача была поставлена в течение этого года, чтобы все было сделано. Мы справились, вы видели, как это произошло. В принципе, все качественно. Жаль, что погода подвела. У нас позавчера пошел очень такой мощный снег. Мы думали, что снег задержится. Предполагалось, что сегодня днем будет до -2 и в горной части Ингушетии. Но, как говорится, мы предполагаем, Всевышний, как говорится, располагает. Поэтому так получилось, что не было снега. Покататься не удалось, а все остальное удачно. Вот вы отметили о том, что для Ингушетии очень важна программа занятости, открытие новых рабочих мест. Помимо этого объекта, наверняка есть еще многие другие стартовые площадки, либо где-то какие-то проекты тоже начинают реализовываться. Что вы можете из этого перечислить, назвать? У нас масса проектов, которые, как по программной части, это федеральная целевая программа развития Ингушетии, 10-16 год, мы успешно осваиваем, реализуем эту программу. Очень много объектов, как социального направления, так и реального сектора экономики. Вот. Но я хотел бы отметить все же
объекты инвестиционного характера. Я должен сказать, что вот за последние пару лет в республику очень мощно потянулись инвестиции, мощные инвесторы. У нас построен, вот скоро будем сдавать в эксплуатацию мелькомбинат. Мощный инвестор построил за свои средства, и это даст огромный импульс для сельхозработников и для фермеров, потому что у нас была проблема, некуда было сдавать зерно, и урожай, как правило, вывозился за пределы республики, а это говорит о том, что мы получали неполную стоимость урожая. Поэтому этот объект я хотел бы отметить. И многие-многие другие объекты, которые строятся на территории Республики Ингушетия. Вот в частности хотелось бы отметить спортивный комплекс. Комплекс где-то на 1 340 000 000. Мощный, масштабный. Вот почему я именно на этом комплексе останавливаюсь? Потому что этот спортивный комплекс, он даст возможность молодежи Ингушетии заниматься массово спортом. Поэтому вот подобные объекты, как спортивный комплекс, открытие горнолыжной трассы и вообще вот развитие туризма в этой части Ингушетии, в горной, это для республики большой стимул. Как с точки зрения рабочих мест, занятости населения, так досуга молодежи, причем хорошего, спортивного, нужного, с точки зрения развития физического и духовного развития. Ну и, естественно, это и приток капитала в бюджет республики. Это вопрос относительно программы развития Северного Кавказа, которая была принята в конце прошлого года. Какие по ней будут проекты реализованы в республике и какие временные параметры их реализации примерно? Если вы имеете в виду ту программу, которая у нас верстается до 2025 года, да? Она все еще верстается. Я вам должен сказать, что она на выходе. Вот там несколько, как говорится, таких административных шагов. С точки зрения участия республики мы полностью свою часть обосновали и представили. Я должен сказать так, что вот насколько я знаю, это идея, инициатива и вот реализация этой программы. Это инициатива Александра Геннадьевича Хлопонина. Мы его называем самым главным кавказцем, потому что для нас это решение, может быть, на 70% всех проблем на долгую перспективу для нашего региона. Почему я называю 70%? Потому что невозможно решить все проблемы, так как любое общество, любой регион развивается, и пока мы, так сказать, реализуем эту программу, у нас тут же и прирост населения, у нас очень хорошая рождаемость, мы ежегодно до 9 тысяч имеем прирост населения. Поэтому, конечно, изменится ситуация к тому времени, когда мы реализуем эту программу. Абсолютной, как говорится, цели никогда невозможно достичь. А вот процентов на 70-80 мы обязательно решим все проблемы социального и экономического характера в республике.